Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как определить болезнь по ногтям? Диагностика состояния здоровья по внешнему виду ногтей. Ногтевая пластина состоит из множества слоев кератина с прослойками из жиров и воды, что придает здоровому ногтю матовый блеск. Она окружена с трех сторон кожной складкой, предотвращающей попадание бактерий и грязи в зону роста. Структура пористая, позволяющая впитывать нанесенные на него вещества, витамины, противогрибковые мази, что делает возможным напрямую влиять на состояние ногтей и возвратить нормальный внешний вид максимально быстро. Как выглядит здоровый ноготь? Перед тем, как начать осмотр ногтей на руках в поисках отклонения от нормы, нужно знать, как они выглядят, когда полностью здоровы. Нормальный внешний вид. Отсутствуют заусенцы. Ровный розовый оттенок, без пятен и помутнений. Поверхность ровная и гладкая с матовым блеском, без ямок, трещин, слоения и других неровностей. Конец светлый, сама пластина полупрозрачная. Лунула, светлый участок у основания в форме полумесяца, явно выражена, бело-розового цвета, присутствует на всех ногтях. Упругость и плотность позволяют не ломаться и не гнуться при малейшем механическом воздействии. Диагностика по ногтям. Выявление заболеваний по состоянию ногтевой пластины, ее внешнему виду, цвету, наличию пятнышек и полосок, каких-либо изъянов, а также прочности. Это древнейший метод восточной медицины, по сей день практикующийся в Китае и на Тибете. Конечно, поставленные по ногтям диагнозы не повод к самолечению. Они должны быть проверены при помощи современных анализов и обследований. О чем же могут поведать тайные знаки на ногтевой пластине? На чем основано? В основе этого альтернативного метода диагностики лежат древневосточные представления о том, что человеческий организм пронизан энергетическими каналами, связанными с различными органами и системами, и каждый из них выходит к одному из пальцев рук. Поэтому ногти, как телесные окончания этих каналов, несут богатую информацию о состоянии органов. При этом каждому из пальцев, а значит и ногтей, соответствуют конкретные системы и органы: большому – дыхательная система, легкие, бронхи, трахеи, печень, указательному – ротовая полость, включая зубы, а также тонкий и средний кишечник, поджелудочная железа, среднему – сердечно-сосудистая и кровеносная системы, безымянному – нервная система и почки, мизинцу – толстый кишечник. Будучи постоянно изменчивыми по своей структуре, ногти дают динамическую картину того, какие процессы протекают у нас внутри. Поэтому знатоки утверждают, что позволяет довольно точно установить время возникновения функциональных сбоев в организме и системах и поймать заболевание на самой ранней стадии развития. За неделю ноготь вырастает в среднем на 1 мм. Зимой их рост замедляется, а летом ускоряется. Соответственно, расположение на ногтевой пластине пятен или неровностей позволяет определить, когда в организме произошли определенные изменения. О чем говорит цвет ногтей? Так как сама ногтевая пластина полупрозрачная, в идеале цвет ногтей розовый, равномерный, на отросших кончиках белесый. Лунула – лунообразное пятно у основания ногтя имеет более светлый оттенок. Исчезновение лунул говорит об ослабленном состоянии здоровья в целом, низком иммунитете и нехватке энергии, возможно, о серьезной болезни. При отдыхе, восстановлении внутренних ресурсов и сил ногтевые луны вновь возвращаются на свой ногтевой небосвод. В норме легкое побеление и даже посинение ногтей под воздействием мороза, что быстро проходит в тепле. Насторожиться следует, если цвет ногтей бледный, беловатый как следствие железодефицитной анемии или болезней печени, почек, селезенки. Лейкоз и другие формы рака также могут высветлять цвет ногтей. Нарушение метаболизма, несбалансированное меню и нехватка витаминов также могут вызвать побеление, выраженный белый цвет ногтей. Возможно результат цирроза печени, нефроза, аддисоновой болезни, отравления или шока, нарушение работы надпочечников. Желтоватый может указывать на нездоровье печени, желтуху, грибок, и долгое применение лаков у женщин также вызывают пожелтение ногтей. Желто-зеленоватый указывает на длительный воспалительный процесс с образованием гноя, абсцессами, например, синусит или тонзиллит. Грибковые поражения дают неравномерный желто-зеленый окрас ногтя. Покраснение ногтевой пластины может быть следствием переутомления, нарушения в работе сердца, почек, кровообращения. Когда кровь застаивается в мелких сосудах или имеет место эритремия, коричневый указывает на грибок, долгий застой крови, лихорадку. Синеватый, иногда с фиолетовым оттенком, следствие тканевой гипоксии в связи с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Полоски и пятна на ногтях. Диагностика по ногтям уделяет немало внимания появлению белых пятнышек и полосок, вокруг которых сложилось немало народных суеверий.
На самом деле это явление называется лейконихия и обусловлено нарушением процесса кератинизации пластины, ее ороговения. В итоге в плотную структуру ногтя вклиниваются пустоты. Они-то и выглядят как белые мушки, звездочки и полоски. Причинами их появления служат травмы, особенно у основания ногтевой пластины, часто из-за непрофессионального маникюра, инфекционные заболевания, отравления и проблемы с печенью. Нарушение минерального или общего обмена веществ, работы ЖКТ, эндокринной патологии, нервно-психические расстройства, депрессии также могут спровоцировать лейконихии. На серьезные патологии органов и систем указывают генерализованные лейконихии, поражающие ногти верхних и нижних конечностей. Поражение белыми полосками и пятнами более 20% поверхности ногтевых пластин – повод для полноценного обследования гипотобилиарной и эндокринной систем. Лечить белые полоски и пятна на ногтях сами по себе не имеет смысла. Исключением является одна единственная разновидность грибка – нормотрофический анихомикоз, при котором отсутствует деформация, разрушение и пожелтение пластины. Так что лейконихии иногда могут стать причиной лечения у дерматолога. Нельзя сбрасывать со счета и элементарные пищевые факторы. Поступление с пищи недостаточного количества нутриентов также может вызвать лейконихии. Для нормального ногтеобразования необходима аминокислота цистеин, холестерин и фосфолипиды D, A, В, С, цинк, сера, кремний, фосфор и другие вещества. Обязательно должно насторожить появление черных, темных, коричневых пятен. Они могут быть признаками интоксикации и патологии печени, поражения почек, псориаза, эндокардита, запущенного грибка, онкологии, меланомы ногтя. Форма, гладкость и прочность ногтей. Диагностика по ногтям обязательно включает оценку их формы. Уплощение и укорочение ногтевых пластин может указывать на неполадки в сердечно-сосудистой системе, вогнутость вкупе с бледностью, свидетельство нехватки гемоглобина, анемии, увеличение, расширение поверхности ногтя указывает на бронхолегочные заболевания, выпуклость, сферическая форма также могут говорить о проблемах дыхательной системы. Загнутость внутрь может предупреждать о развитии онкологии. Удлинение ногтей может указывать на сахарный диабет. Нарушения здоровья могут проявлять себя через изменение структуры, фактуры, прочности и гибкости ногтевых пластин при сохранении их нормальной формы. Вместо чуть блестящей гладкости поверхность ногтя может приобрести малоэстетичный вид за счет следующих изъянов. Поперечное раздвоение ногтевой пластины на две части, нижнюю белого цвета и верхнюю нормальную, указывает на почечную патологию. Продольное растрескивание на две части указывает на псориаз или экзему. Бугристость – признак инфекции. Продольные вертикальные борозды говорят о нарушении обмена веществ, несбалансированном переизбытке углеводов и дефиците железа, о нарушении функций кишечника. О депрессии и бессоннице, большие канавки и разрывы, признаки язвы кишечника и нарушения кишечной микрофлоры, борозды с одновременным расслоением поверхностного слоя указывают на псориаз или экзему. Волнообразные дефекты могут быть следствием ревматизма, множественные ямки – свидетельство псориаза. Диагностика по ногтям обращает внимание и на их прочность. И склонность к обусловленной дефицитом необходимых для роста и здоровья ногтей минералов, в частности, дистрофию ногтевой пластины могут вызывать жесткие диеты и просто несбалансированное питание. Внешний вид ногтевых пластин может сказать человеку о состоянии здоровья больше, чем кажется на первый взгляд. Некоторые болезни по ногтям можно предугадать до того, как появятся выраженные симптомы. Этим методом впервые начали активно пользоваться целители Древнего Китая, что в дальнейшем позволило им свести свои знания в единую систему. Зная ее, можно довольно точно определить слабые места организма без какого-либо специального оборудования. Лучше, чтобы диагностикой занимался специально обученный профессионал. Однако наиболее явные отклонения может распознать любой человек самостоятельно. Особенность этой методики в том, что возраст человека абсолютно не влияет на качество диагностики. Хоть в 20 лет, хоть в 70 результаты осмотра будут говорить об одинаковых отклонениях от нормы. Состояние ногтевой пластины напрямую зависит от слаженности работы внутри эндокринной системы. Она отвечает за регулирование функционирования органов и их взаимодействия, поддерживает нормальную жизнедеятельность, рост и развитие организма. И если в каком-либо месте происходит сбой, это отражается на росте и здоровье ногтя. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.